Друзья, всем огромный привет! Сегодня на дворе у нас 21 ноября 2024. Проблему со спускающим передним колесом я так и не решил, поэтому я решил поставить это дело на паузу, но у меня родилась идея испытать компрессоры. Компрессоры. На данный момент у меня есть 3 компрессора. Значит, это обычный компрессор, который я вот всегда возил с собой, использовал, вот этот мотоциклетный компрессор. Потом, значит, я решил шагать в ногу со временем, значит, и купил вот такой вот, значит, компрессор на аккумуляторе, да. Ну и, естественно, на всякий случай, вот у меня есть еще компрессор от Мерседеса, да, машинный. Вот его можно так вытащить из этой коробки, в принципе, вот, если что. Вот, но я подумал, хорошо бы их протестировать, да, вот я взял с собой секундомер, вот у меня есть вот такой вот настоящий секундомер, вот, и сейчас мы выкрутим золотник, спустим полностью колесо, я думаю, с заднего начнем, ну и переднее накачаем, и накачаем одним компрессором, потом другим, посмотрим разницу, вот, и потом, я думаю, мы их взвесим. Вот, посмотрим вес и, в общем-то, подумаем насчет того, вот, ну, я подумаю, порассуждаю над этим, какой все-таки компрессор предпочтительнее будет взять с собой в дорогу. Так, короче, грубо говоря, 2,5. Ну, здесь манометр очень такой неточный, но мы сейчас электронным замеряем. Так. Ну, показывает 2,3, да? Ровно 5 минут. Ровно 5 минут. Ну, я остановил ровно 5 минут. 2,3 бара. Но он что-то под конец уже такое ощущение, что уже как будто аккумулятор садится. Но я не думаю, что проблема в аккумуляторе, потому что я от машины его зацепил. Сейчас, значит, я сейчас еще раз спущу колесо и накачаем компрессором, вот этим компрессором на аккумуляторе. Он полностью заряжен, я его вчера зарядил. Ровно 5 минут, секунда в секунду. Значит, производительность компрессоров и того и этого одинаковая. Так, теперь, значит, мы что сделаем? Сейчас я этим же компрессором накачаю переднее колесо, оно у меня полностью спущено. Переднее колесо накачаем и просто, как для эксперимента, посмотрим, хватит ли емкости аккумулятора накачать 2 колеса пустых. Итого получается 2,5 минуты. Получается, в общем, 2 минуты с четвертью, да? Ну, грубо говоря, ровно в половину меньше, да? Наверное, ровно в половину меньше объем переднего колеса, передней камеры. И итого получается, значит, 5 минут, 7,5 минут компрессор отработал, накачал 2 пустых колеса. Вот, без зарядки, да?
Вот, наверное, я сейчас, знаете, что спущу еще раз это колесо и еще раз его накачаю. Посмотрю, хватит аккумулятора на 3 колеса. 5. Ну, сейчас посмотрим. Я вообще ожидал, конечно, что он будет гораздо хуже, но вроде пока нормально. Слышно, как тикают часы. Так, ну вот с 3-м колесом он уже не справился. То есть 2 колеса он накачивает, передняя, задняя. Ну, грубо говоря, если 1,6, ну, 2 передних, 1 заднее он, в принципе, может накачать на одной зарядке. Вот сейчас, я думаю, мы попробуем вот этот компрессор. Это от машины, он еще ни разу не применялся вообще по назначению. Вот такой вот компрессор. Вот здесь, понятно, там мотор с компрессором. Его можно вот просто открутить вот здесь и вытащить из этой коробки. Посмотрим разницу производительности компрессора. Так, ну, поехали. Нифига себе, по звуку он качает двух. Так, итого, значит, результат. 2 минуты, короче, 20 секунд. Да? Вот. Вот давление, ну, 2,3, где-то 2,4 я накачал. Здесь еще хорошо то, что здесь вот можно вот так вот спускать давление, да? Сбрасывать. Накачал, раз, допустим. Да, потом раз, включил. Так, ну, собственно говоря, по производительности он самый мощный. Получается, он ровно, наверное, в 2 раза мощнее, значит, этого и этого, значит, этих компрессоров. Так что надо подумать хорошенько, может быть, действительно вытащить его из этой коробки. Но мы еще взвесим и немножко порассуждаем. Нужна ли эта производительность, да, вот на самом деле, или все-таки достаточно будет вот этого компрессора на аккумуляторе. Сейчас, знаете, что сделаем? Заведем мотоциклы, посмотрим. Вот, так что получается ровно месяц, да? Ровно месяц, да, сегодня ровно месяц прошел после последней поездки. Вот. Но я один раз еще выезжал на этом, вот, и заводил Априлию, вот, 2 недели назад, получается, да. Ну, сейчас посмотрим. Так, Атика, ну-ка. Ё-моё. Ну и теперь, видели, да? Вообще 0. Ё-моё. Вот так. Так что вот так, друзья, сами видели. Аккумулятор сел полностью. Так, друзья, сейчас мы проведем контрольное взвешивание этих 3 компрессоров. Так, начнем вот с этого. Вот. Вот он здесь упакован. Все. Вот, именно так вот в этой упаковке я его ввожу с собой. Итак, значит, 650 грамм.
650 грамм. Теперь взвешиваем вот этот. Я его полностью зарядил. Вот сейчас он полностью заряжен. Поэтому стал немножечко тяжелей. Шутка, конечно. Вот. 462 грамма. Да? Вот. Ну и теперь вот этот. О, кило 300. Килограмм 300. Вот, если его взвесить, вот я сейчас снял упаковку, ровно 600 грамм. Вот, ровно 600 грамм. Уже по-честному 600. 460. И кило 300. Итак, друзья, какой же все-таки компрессор будет самым оптимальным решением? Какой компрессор предпочтительнее взять с собой? Да? Взять с собой в путешествие. Понятно, что в гараже накачивать, конечно, вот этот. Да? Он удобный, быстрее всех качает и хороший манометр, можно приспустить, все отлично. Но его вес кило 300. Даже если я сниму эту пластмассовую, будет там, ну не знаю, больше килограмма по-любому. Но он чувствуется, что очень довольно тяжелый. Поэтому возить вот эту вот штуку с собой, я думаю, что нет. Остается, значит, вот эти два. Разница в весе, конечно, вот, значит, разница в весе 140 грамм, да. Ну, конечно, совсем небольшая разница, но производительность этих компрессоров одинаковая. То есть качают они с одинаковой скоростью. Да? Вот. Разница в чем? Ну вот величина. Конечно, этот меньше. Да? Вот я здесь закрутил, потому что у меня здесь я намотал ленту. Резиночка уже здесь порвалась. Но это не так важно. Еще подмотаем, она хорошо работает. Вот. Этот компрессор, конечно, более компактный. Во-первых. Во-вторых, он показывает, да, довольно точно показывает давление. У него тут еще фонарик есть. Вот. Вот. О. Так, что тут еще? Тут что-то как... Ну, вот. Получается разница лишь только в способе подключения к питанию. Да? Здесь аккумулятор, здесь он запитывается от бортовой сети мотоцикла. Вот, если бы, я думаю, все-таки, вот я так подумал, что все-таки, наверное, я оставлю свой выбор вот на этом компрессоре, который я возьму с собой. Так как его зарядки хватает на 2 колеса, полностью спущенных 2 колеса. Вот, даже если подумаем так, в дороге я проколю колесо, то мне достаточно будет этого компрессора, чтобы накачать колесо. Да? Потом поставить его можно на зарядку и поехать. Вот. 2 колеса, если я проколю, да, 2 колеса сделаю, заряжу, то есть накачает 2 колеса, он будет полностью разряжен. Опять же, можно будет поехать и его зарядить. Да? Вот, интересно, надо попробую сейчас подключить его от пауэрбанка. Интересно, будет он заряжаться или нет. Потому что он сам как пауэрбанк. Ну, я думаю, что будет. Да? Вот. Значит, что еще? Вот, ну я так предполагаю, допустим, вот я проколол колесо, качаю. Вот я его могу подключить к зарядке, да. Пушок, Пушок, ну-ка не лазь там. Сейчас обязательно уронит. Вот. Пушок, ну-ка брысь. Брысь оттуда. Брысь. Итак, значит, в весе он выигрывает, в компактности он выигрывает. Вот единственное, что вот
такой момент, если села батарейка и нужно подкачать, вот в удобстве он тоже выигрывает, потому что никаких проводов к колесу подключил и накачал. Поэтому я думаю, что единственная у него проблема может быть, что он сел, тебе надо колесо накачивать, а он сел, да, и нужно время, чтобы его зарядить. Вот. Но я так думаю, что даже если вот я колесо проколол, поставил, начал накачивать, там, то все, он у меня сел, я его могу подключить, ну, немножко посидеть, так скажем, куда торопиться, подзарядить и накачать. Так что думаю, что как бы можно выйти из положения, даже если попадаешь в такое немножко, может, неудобное положение. Этот понятно, что я подключаю его и качаю. Вот единственное, что, конечно, аккумулятор, если на мотоцикле, вот я всегда, когда я качал, вот я прокалывал уже колесо и качал этим компрессором. Вот, есть вероятность, что можно посадить аккумулятор, да, например. Не знаю. Ну, поэтому я заводил мотоцикл и качал 5 минут. Достаточно, чтобы накачать колесо. Поэтому вот. Поэтому вот так. Вывод, я думаю, что очевиден. Мы будем использовать вот этот компрессор. У меня было единственное сомнение. Я думал, что его производительность меньше, то есть он как бы качает долго, но он качает ровно столько, сколько этот. Поэтому какой смысл возить более тяжелый, громоздкий и менее удобный компрессор, когда можно взять с собой вот этот. Этот, конечно, автомобильный не подходит. Сейчас мы его проверим, заряжается ли он от... Так, вот сейчас мы попробуем. Ну вот, заряжается от пауэрбанка. Вот, он почти пустой. Сколько здесь получается? 0,8, но он все равно дает зарядку на компрессор. Поэтому, так что я думаю, что вот, но всегда держать его заряженным. Вот. Ну, единственное, немножко, конечно, да. Этот валяется в сумке. Я вот проехал, он все время там валялся. Но опять же, доставать его, достать, размотать кабель, подключить к питанию, накачать колесо. Пушок, не трогай камеру. Вот, а этот гораздо удобнее. Подошел, раз, давление понизил, давление повысил. Все отлично. Так, друзья, ну все. На этом я заканчиваю свое видео. Желаю всем здоровья, добра, удачи, любви.